Ой, какие детки красивые, боже. Вот эти вот. Так, реклама. Любимый, ты когда-нибудь верблюжатину пробовал? Сексуальный, правда? Да, пока муж не слышит. Я вообще большая теплая женщина. Всем привет! С вами снова Виктория, и мы в Египте. Сегодня с утра мы едем на встречу с нашими друзьями, которые вчера прилетели с Москвы. Наконец-то мы дождались наших друзей. Вы такая колоритная семья, вас издалека видно. Привет, привет! Привет, какая красивая девочка. Боже, тут артисты. Ой, какие детки красивые, боже. Привет. А это самый маленький был в животике, да, тогда? Привет, солнце, привет. Привет, дорогая. Родня, Маркус, почти что. Да, Маркус, ты меня помнишь? Мы с тобой снимались в рекламе, помнишь? Да, мы познакомились с Алисой на съемках одного фильма. Детки, кстати, все актеры, там модели, как и мама. Я Алиса. Да. Мой любимый. Папа. Алексей. Да, муж, откуда такие красивые. Глава семьи. Глава и голова. Да. Самый маленький Егорка, который у нас уже снимается много-много в кино. Да, ладно. Это звездная болезнь. Ну это да. Хотели пройти Окей, ну Сказали. на ресепшн, посидеть нормально, нас не пускают. Везде пускают на ресепшн, здесь нет. Окей. 20 минут и окей, все, мы уходим, все. Окей. Мы немного повздорили, потому что нас обещали пропустить на ресепшн, а потом этого не сделали. Но не особо расстроившись, мы попрощались и договорились встретиться на следующий день на Марине. Вон папа идет, несет нам сосиски с Москвы. Друзья нам привезли сосиски, не поверите. Сосиски и еще гречку. Еще гречки, 3 года без сосисок. Сосиски отстойные на любителя. Привез Вот! сосиски. Елки-палки. Баранки. Я же забыла, Маркус, точно. Все, ну класс, все, у нас праздник. Будем снимать праздник. Лопнуть. Елки, сколько сосисок, ну все. Вот эти вот. Так, реклама сосисок. Ну все, у нас праздник сегодня. О, Праздник живота. праздник живота. Увидимся, ладно? Ты хоть рад меня видеть-то? Мой шоколадный заяц. Хороший. Попрощавшись с друзьями, мы сели в автолайн и поехали домой. По дороге мы вскрыли одну упаковку сушек, с удовольствием уплетали и угощали других пассажиров. Друзья, у нас праздник живота. Будет мне гречка, Маркусу сосиски, вот это мне день рождения. аж 3 упаковки, Маркус говорит, день рождения, и сушки. Боже, ванильные сушки, мы одну по дороге ели. Ванильные сушки московские. О, тверские, супер. Да, гречка, Маркус, гречка, видишь? Вкуснятина. Самое главное, сосиски. О, спасибо вам большое, наши дорогие друзья. Ну, а вечером по нашей программе мы встретились на Марине. Ребята были здесь впервые, поэтому, конечно же, все в восторге. Алиса очень артистичная девушка. Мы зажигали, танцевали весь вечер. Встретили даже толпу русских людей. Пишите давайте. О! Людей встретила в Сибири, представляете? Все, я их осталась. А потом мы направились в ресторан попробовать что-нибудь вкусненького с египетской кухни. Пока мы ждали еду, я украла Алексея на целый час и с удовольствием общалась, потому что, признаюсь вам, я так соскучилась по общению с русскими мужчинами, не представляете просто. Дети уплетали картошку и гамбургеры, мы же ждали мясо верблюда. Друзья, а вы когда-нибудь пробовали верблюжатину? Напишите, мне очень интересно.
Любимый, ты когда-нибудь верблюжатину пробовал? Верблюжье мясо нет, не пробовал я. Верблюжье мясо не пробовал? Вот хочу, вот как раз взял, хочу в рот первый раз. Хорошо, camel steak. Да. Попробуй, что это такое есть. Я считаю, что когда ты в какой-то стране, нужно какие-то национальные блюда кушать. А картошку фри, там, наггетсы, это все можно и в Москве поесть. А вот верблюжатину вряд ли. Помогите! Подожди, может быть, все хорошо. Дай морковь. Да, ты кушай, я тебе сейчас дам, Виточка. Нет, дай морковь. Ты знаешь? Кабанчик? Да, такой что прям. Серьезно? Да, да. Мы недавно делали дома, у нас Да? друзья-охотники. Я ж тоже. Да, Леша тоже ездит на охоту. И вот кабанчика привезли. Потом, Да. вот. Вот что знаешь? Дети, приятный аппетит вам всем. Пап будет пробовать. Camel stick. Мягкая, кстати, режется. Мягкая, да? Мягкая. Да, мягкая. Егорка, Я аккуратно. или как говядина? Больше на говядину. Да, больше говядины, да. Серьезно? Вкусно говядина? Да, вкус говяжий. Похоже. Не делай так, видишь? Такое сочное мясо. То ли это и достаточно. есть говядина, грубо говоря, да? Как бы, ну... Camel stick. Молодец. Ну, похоже на говядину. Вы с Витой Прям поменялись, есть да? такое прям. Плюс, может, еще многое приправы, это самое, вкус меняет, да? Возможно, Да, вон да. вилочку дайте Маркусу. Знаете? Там такая съемочная площадка, все такие крутые. Джонс как подошел ко мне, поздоровался, я там что делала? Он такой красивый, такой высокий Да. мужчина. Очень Он приятный. такой красивый, что мне даже... такой сексуальный, правда? Да, пока муж не слышит. Не, он правда классный. В одном из своих выступлений мы были в клубе. И там встретились с Алексеем чисто случайно. Мы выходили, и одна из наших девчонок увидела такого симпатичного парня и говорит: ну-ка быстренько нас обыщи. Он: не-не, я не охранник. Мы такие: все равно обыскивай, давай. Вот, и забрали его, в общем, его к себе потусоваться. Вот, ну и на этой тусовке так получилось, что мы с Лешей вот выбрали друг друга. Вот, дальше у нас был почти целый год вообще классного общения. Мы с ним встречались, можно сказать, жили вместе. Вот. А, кстати, когда мы познакомились, мы обалдели от того, что мы живем с ним вообще на соседних улицах, а познакомились в центре Москвы. Вот. Прожили мы год, но Леша меня чуть-чуть младше, и мне тогда казалось, что он, ну, скажем так, не особо серьезный, да, мне казалось, что ему нужно будет еще погулять. Вообще, большая, теплая женщина вообще, такая классная. Я еще девушка. Вкусно поужинав, мы отправились гулять по Марине. Вечером она особенно красивая. А потом мы встретили паровозик, и папочка вместе с детками отправились кататься. Кстати, поездка на паровозике стоит всего 20 фунтов. Это немножко больше, чем $1. А потом мы прогулялись по Шератону. Алексей фотографировался возле старых «Жигулей», ну а Алиса выбирала себе какие-то подарочки в магазине. Кстати, что касаемо шопинга, запомните одну вещь. Восточные люди очень и очень любят торговаться. Помню, даже как-то один египтянин сказал: ну если вы не торгуетесь, нам даже как-то становится неинтересно. 300 for all. Так. Вот это 3 машинки. Спасибо. Своим друзьям я устроила длительную прогулку. Кормили котов по дороге, потому что в Хургаде их очень много, кстати. Под конец моих друзей ждал сюрприз. Это переход дороги на Шератоне. Кто был в этой местности, тот знает, что это незабываемые ощущения. Здесь нет светофоров, поэтому приходится просто-напросто кидаться под машины.
и адреналина столько, как будто бы вы только что прокатились на американских горках. Друзья, надеюсь, видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, пишите комментарии и самое главное, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока, до скорых встреч!